Премиальные беспроводные наушники форм-фактора внутриканальные наушники, хотя многие их называют вкладышами, с космическим дизайном как бокса, так и наушников, отличной сборкой, наличием безумного качественного шумоподавления, беспроводной зарядкой бокса, минимальной задержкой, великолепными микрофонами, оценкой состояния вашего слуха и полной адаптацией звука под ваши предпочтения. Супер быстрым процессором H2, функции быстрой зарядки наушников 15 минут в боксе дают 3 часа звучания музыки, гарантии на год, пользовательской аудионастройкой голосовых вызовов, чтобы собеседника было лучше слышно при разговоре без увеличения громкости, мультипоинтом для устройств Apple и еще много чем, что можно прочесть в рекламе. Ну а как на самом деле дела обстоят у девайса стоимостью смартфона среднеценового сегмента, я сейчас вам расскажу. Как и разумеется, вы увидите много примеров работы микрофона. К слову, в телеграм-канале моем личном также есть примеры работы этого микрофона в кружочках, поэтому подписывайтесь. Распаковываем все максимально тривиально. Белая упаковка, наклейки, которые уже давным-давно переклеивают продавцы. Так что при покупке смотрите, какую гарантию будет давать вам Apple после настройки и активации данных наушников. Как, кстати, отличить подделку, я расскажу позже. Внутри, разумеется, кабель с Type-C на Lightning, атовизм, но что есть, то есть. Бокс, наушники и дополнительные 3 пары сменных амбушюр. Первое, что бросается в глаза, на боксе петелька для шнурка и маленький динамик для поиска наушников через локатор. К сожалению, малую беспроводную колонку из него не сделать. И локатор на территории Российской Федерации только через костыли работает не очень хорошо. И все, кто желает вспомнить очередной раз ценник, как и я напомню, Яблоко — это лидер по продажам беспроводных наушников в мире. 30,9% всего официального рынка за 4-й квартал 2022 года. Из 4 миллионов 200 тысяч единиц в 4-м квартале каждые 5-е наушники от Apple были AirPods Pro 2 2022 года. К слову, ближайшие их конкуренты — это 9,6% рынка от Samsung. Но с другой стороны, сколько там не учтено того, что мы скупаем с Али. Закончу про распаковку. XS-амбушюры стали приятным бонусом для всех, кому раньше прошки были большими. И, к слову, прошки версии 2 обычно я ношу с пенными амбушюрами. Их, как всегда, на Алиэкспрессе тоже море. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там я скидываю результаты тестов на обозреваемые девайсы в большем количестве и общаюсь с вами. Телеграм-канал взаимопомощи, коллективный разум, уже 14 тысяч человек вам чем-то да помогут. И телеграм-канал скидок, 84 тысячи человек, постят только полезное. К слову, сегодня началась распродажа. Полезное там уже есть. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть только белая официальная версия, но бонусом идет то, что на официальном сайте можно персонализировать наушники при заказе, нанеся одно из эмоджи, которые они предлагают, и это бесплатно. Дизайн бокса стандартен, глянцевый, премиальный, если так можно назвать, пластик. Сборка, разумеется, отличная, как и качество материалов. Бокс глянцевый, царапается моментально. Если честно, в чехле смысла не вижу никакого. Крышка люфтит прилично, несмотря на металлическое крепление, как в открытом, так и в закрытом положении. К слову, если будете видеть металлическую стружку, а вы ее будете видеть, лучше сразу стирайте, иначе она в пластик, как и в первой версии, будет постепенно проникать и будет некрасиво выглядеть, как будто вы подделку носите. Кнопка сброса и активации подключения механическая, и все, как по мне, сделано бездуховно. Слишком большие щели, ничего не меняется с одной стороны. С другой стороны, у меня не было такого, чтобы в оригиналах они наворачивались. Хотя металлический щелчок у кнопки приятный, и ход у кнопки тугой. Отпечатки пальцев на боксе не видны. Наушники из бокса вытряхнуть можно, но не совсем просто. По поводу внешнего вида бокса, через один день он у вас будет в таком виде без чехла, что вы его как будто носите уже года 3. В кармане помещается бокс свободно и не мешается, но в кармашек под зажигалку он не поместится. По размерам бокс не поменялся и не отличается он от прошлой прошки. Габариты бокса с 65 на 45 на 22 мм. Емкость бокса теперь, правда, 523 мАч, на 4 мАч увеличили его. На корпусе расположили LED-индикатор зарядки и сопряжения. Хлопок при закрытии бокса очень звонкий, вас будут слышать все. Наушники в боксе не гуляют. Вес бокса 50 граммов без наушников. Разумеется, зарядка идет по лайтнингу, либо беспроводная. В боксе вмонтирован также чип U1, поддержка зарядки MegaSafe на борту, но можно зарядить любой беспроводной зарядкой Qi. Саморазряда у бокса нет. Старые чехлы, к слову, повторяюсь, использовать можно, ауговские чехлы тоже есть. Защита от влаги номинальная, что у бокса, что у наушников, IPX4. Спортом заниматься можно, топить и плавать в них нельзя. Динамик кейса издает короткий звук ошибки, если вставить в них прошлое поколение AirPods Pro. Но в целом от старых AirPods новые заряжает. От зарядки Apple Watch они также заряжаются. Бокс можно подвесить, если вам надо. Бокс можно перезарядить от наушников 3 полных раза и 4 на 60%.
100% по моим тестам. По наушникам с прошлой версии внешних отличий практически нет. Во всяком случае, если вблизи не смотреть. Немного поменяли положение датчиков контакта с кожей и вентиляционное отверстие. По мне, удобно и разумно. Изготовлены наушники из глянцевого белого пластика, вес наушника 5,3 грамма, размеры и сами видите, 21 на 24 миллиметра. За счет отсутствия как такового звуковода подойдет очень большому проценту пользователей, так что эти можно наушники считать как внутриканальными, так и вкладышами. По большому счету вы снимаете с них амбушюры, и вот у вас уже вкладыши чистой воды. Bluetooth здесь последней версии 5.3, микрофон перенесен на верхнюю грань, при тряске наушники из ушей не вылетают, под шапкой носить удобно. Неудобно изменять громкость свайпами по ножке наушника, изменение происходит только по одному делению, при этом все это дело сопровождается щелчком. Поначалу весело, потом напрягает. Ложных срабатываний нет, активный шумодав уровня беспредел, очень крутой. Но у Sony по ощущениям он был лучше. И хочу отметить отменную работу функцию прозрачности. Она порадовала, и адаптивная прозрачность работает неплохо. Но у меня лично она подглючивала, хотя многие рассказывают, как она великолепно суперзвуки гасит. Допустим, если вы идете по улице и слышите, что рядом начинает работать перфоратор где-то, в идеале наушники гасят этот звук, и вы его слышите приглушенным. То есть тут активный шумодав плюс функция прозрачности. Но у меня это не всегда срабатывало. Звучание при активации активного шумодава по мне становится чуть-чуть более плоским. Многие слышат белый шум при активации активного шумоподавления. Я во второй версии в Gen 2 этого не слышу, в прошлой версии слышал. Без пресетов музыка по мне совсем печальна, а это значит, что воспроизводить музыку с Apple Watch бесполезно, если вы хотите звук, потому что там пресетов нет. За день уши в наушниках не устают. По пространственному аудио теперь можно отсканировать свое ухо с помощью камеры TrueDeep и сделать пространственный звук более подходящим под вас. Как много людей это используют, я думаю, что единицы. Почему? Потому что поиграетесь и забудете. 5 минут в кейсе дают 50 минут прослушивания музыки лично мне на 50% громкости, которой в принципе достаточно, без активированного активного шумодава. По громкости она здесь с запасом однозначным. По автономности 5,5 часов на 50% громкости они спокойно звучат без активированного активного шумодава, мне этой громкости хватает. Можно использовать активное шумоподавление и функцию прозрачности даже на одном наушнике. Dolby Atmos, разумеется, работает не везде, и сенсоры приближения по мне работают великолепно, хотя их и отключить можно. Виджеты на смартфоне постоянно виден оставшийся заряд наушников и кейса, даже когда наушники в кейсе. Это очень удобно. Шумоподавлением можно управлять как из меню управления на смарте, так и с самих наушников. По меню все стало максимально просто. Индикация заряда бокса и ушей в процентах с точностью до процента. Управление шумоподавлением и прозрачностью, настройка нажатия и удержания, проверка прилегания наушников, способ сброса вызова, адаптивная прозрачность, автообнаружение уха, подключение к последнему устройству. К слову, здесь, напоминаю, есть мультипоинт на iOS устройство, он у меня идеально не работал, но к двум устройствам наушники подключались, хотя все происходило довольно рандомно, вроде бы все с последними прошивками. По мне, неудовлетворительно он работает, тем более он не работает так же стандартно, как в других мультипоинтах. И, разумеется, только с яблоком. Оптимизация заряда, поиск в локаторе и много интересных функций в универсальном доступе, например, шумоподавление с одним AirPods. Не забываем про адаптацию наушников после активации приложения мимо и полной проверки слуха. Вот ее обязательно сделать, чтобы знать о своем здоровье все. По задержке в играх и YouTube, как я уже говорил, ее нет. Напоминаю, здесь Bluetooth версии 5.3, но через две стены наушники у меня от iPhone 13 Pro Max отваливаются. Вот пример, кстати, работы задержки. По микрофонам повторяюсь тысячный раз. Если вы хотите купить себе наушники и получить нормальный микрофон, покупайте наушники бренда смартфона, с которым вы будете их использовать. Кто бы что ни говорил, по моему опыту, в этом случае отрабатывают лучше. То есть, если у вас Samsung, покупайте Samsung, если у вас яблоко, покупайте яблоко. И помните, яблоко, вот все сейчас, что я использую, с Windows-системами, с ноутбуками, работает у меня плохо. Просто отваливается. Может быть, у вас какая-то другая история, может быть, мне не везет с прошивками, либо с ноутбуками, но вот так.
Pro 2 то же самое. Вот примеры работы микрофона. Запредельной стоимости-эпичности данного девайса я буду несколько тестов микрофонов добавлять, разумеется, с яблоком. Вот так вас будут слышать собеседники, если вы будете просто на балконе и недалеко от вас будет морешко отрабатывать свои шумы прибоя. И все. Посторонних шумов здесь больше нет. И злой тест микрофона получается. Разумеется, любимый тест у дороги. И вы слышите, да, здесь есть громкие машины, как хорошо работают микрофоны в данных условиях обстановки. Разумеется, никто особо сильно не разгоняется, но шума здесь хватает. Пример работы микрофонов в помещении абсолютно не предназначена для звонков. Говорю максимально спокойно, можете оценить. Звучание. Можно долго рассказывать, как они сделали бас глубже, оформили более чистый звук, добавили объема. Но высоких как не хватало, так и не хватает. Детальности мало, панча в низких частотах нет. И относительно их конкурентов, тех же Huawei FreeBuds 5i, обзор на который уже был на канале, Huawei FreeBuds 2 Pro, OnePlus-овских прошек и любых анкеров, не говоря уже о Sony, они звучат хуже. Звучат они не на свою цену, опять же, учитывая количество конкурентов и их ценообразование. То есть реально все стали дешевле и лучше звучать, яблоко нет. За все это время, которое продается данное типа устройства, почти все ушли вперед по звуку. AirPods же, по мне, топчутся на месте, и их это устраивает. Для масс-маркета их звучание за глаза. Но по сравнению с другими топовыми производителями, они проигрывают по звуку практически во всем, кроме объема. Даже при тестировании с айфоном. Глухой по мне звук, глухой. И вы можете сказать, что мало использовал, нужно дольше прогревать. Для меня после Sony и остальных в яблоке уже очень посредственный бас. Без напора, без панча, повторяюсь. Можете сказать, что я заелся, но за эту стоимость они обязаны предлагать все. Они этого не могут. Да и не хотят. Притом, да, вы можете включать супер-мега качество везде. По звуку, добавлять в эквалайзере не стоковом, что угодно, но при любом раскладе, еще раз повторяюсь, то, что вы хотите или привыкли, если вы используете те же Sony, вы здесь не получите никак. По поводу того, как проверить на оригинальность. Стопроцентный способ только один. При открытии крышки наушников настройки, основные об этом устройстве, и внизу после строки SE ID должна появиться кликабельная строка AirPods. Она не всегда у всех появляется при первом подключении, пару раз подключите и все будет, если у вас оригиналы. И заходя в нее, должна появиться доп. Информация об устройстве, производитель, номер модели и подобное. Вот это точно никто не обошел. Все остальное, допустим, программа FreeUtils, некоторые обходят, но при помощи нее тоже можно проверить совсем дошманские подделки. По вендору MAC-адреса то же самое. Оригинала конкретно определяется вендор Apple Inc., и вы совершенно свободно также можете это дело проверить. Если все хорошо, то вы увидите Apple. Оригинальные работают с Siri, зачитывают автоматом новые сообщения, но и неоригиналы уже такие тоже встречаются. Есть настройки типа адаптация наушников. У неоригиналов я такого не видел. Это мимо и дальше. Шумодав отсутствует у копий в той версии, в которой вы привыкли. Если вы хоть раз слышали, как работает у AirPods Pro 2 шумодав, вы их отличите. Из минусов: кейсы наушники постепенно разряжаются. Теперь AirPods Pro можно найти даже с закрытым кейсом, но эта функция работает только за пределами России. И все равно это фейл. Нет кастомного эквалайзера, и да, можно перелистывать треки, можно дополнительные еще программки устанавливать и много чего химичить с этими наушниками. Но, повторяюсь, особо сильно копать после того, какой звук они нам предлагают за эти деньги, в 2022, уже 2023 году не камильфо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она, разумеется, космос, хотя все относительно, как говорится. Те, кто покупают айфоны по 100 тысяч, для них и наушники будут более-менее адекватные. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал. Там я скидываю результаты больше тестов различных устройств, чем вы видите в обзоре. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок. Не забудьте подписаться на этот канал, написать в комментах больше 5 слов. За это будет вам огромное спасибо от меня за поддержку проекта, и написать, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Резюмирую: AirPods Pro 2 Gen 2 отличные беспроводные наушники, но если у вас есть первая версия, смысла переходить однозначно нет никакого. И если у вас есть устройство на iOS, у вас нет выбора, вам придется покупать что-то из яблока, и будет вам радость. Хотя, опять же, повторяюсь, что очень многие наушники, несмотря на не такой обширный функционал, даже с айфоном предлагать будут лучший звук, но не микрофоны. Во всяком случае, по моему опыту. И с Телеграмом не дружат практически все версии AirPods, по моему опыту, опять же. Всем огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.